Едем в Подгородку на Брики. Попробовали уложить 2 велосипеда XRX. Собственно, вот так вот получилось. Не знаю, скоро ехать на Белово и произвести такой своеобразный тест. У нас будет 2 разделки. Не знаю, ну вроде должны влезть, и человек даже должен влезть. Поэтому я думаю, все нормально будет. Вот. Так, вот у нас сейчас в автомобиле находится призер по зимнему триатлону, и она вот рассказывает сейчас, что это такое вообще и как это происходит. И я вот, если честно, ни разу вообще до этого не слышал как-то про зимний триатлон. Ну, так сложилось. И вот Нелли, оказывается, 2-кратный призер. А чего ты призер? Где ты и что ты занимала? Расскажи. 2-е места в Краснообске и в Манжерке на финале Кубка России. То есть финал Кубка России, это по молодежи, типа, или что? Или нет, или общий? Как это? Общий. Общий. Прикольно. Познакомимся немножко. Это Нелли. Нелли Прохорова. Да? Она у нас занимается тоже в клубе, является еще преподавателем. Ей вообще 19 лет. Совсем еще молодой человек, молодой организм. И она уже, то есть, выступает за свой край, за Алтайский край, несмотря на то, что живет в Омске. И выступает довольно-таки успешно. Что ты там, Нелли, рассказывала? Зимний триатлон, что это вообще в 2 словах? Холодно, быстро, наверное, интересно. Холодно, быстро, интересно. Так, подожди, еще раз, я не понял. Реально зимой на велике едут? Да. Странно очень звучит. Почему? Подожди, как по порядку? Что первое ты делаешь? Бежишь сначала, потом крутишь велосипед, а потом на лыжах бежишь. И какая дистанция была? Какие бывают дистанции в зимнем триатлоне вообще? 3,5, потом 6 и 5. Это сумма? Или... 3,5 кросс, 6 велик и 5 лыжи. Есть еще побольше, что получается 7 кросс, 12 велик и 10 лыжи. Какая максимальная дистанция? Вот это. Ага. 7, 12, 10. Интересно. И действительно, там много кто участвует, или ты одна такая там ехала? Ну, народу на самом деле немного, но есть с кем бодаться. Есть с кем бодаться, понятно. Какие планы у тебя на ближайшее время выступать? Вот ты говорила в июне или в июле куда ты едешь, да? В июле Новосибирск, Кубок России, триатлон спринт. Триатлон спринт, Кубок России. Вот, успехов тебе. Спасибо. Круто, когда ты можешь рядом, ну, то есть, когда ты находишься рядом с теми, кто может даже выступать на соревнованиях такого уровня и довольно-таки нехило так выступать-то, и можешь с ними пообщаться, принять какой-то опыт, это действительно очень, ну, короче, классно. А ты что ржешь? Мешаешь мне тут на YouTube записывать видео. Уберешь фон потом. Вот так и живем. Мои одноклубники, они вообще, ну, они все деревенские, знаете, не знают, что такое YouTube, как это работает, зачем я это делаю, то есть поэтому с ними мне тяжеловато, конечно, сами понимаете. Ну что, вот приехали мы в Подгородное. Вот мои друзья, очень близкие, очень любимые. Для них ну, они для меня не могут сказать того же, по их лицам, судя по их лицам. Вот их велосипеды тоже сложено, нормально все. Такая деревня. Вот триатлеты собираются. Пожалуйста, велосипеды мощные. Фитнес-тренер тоже с нами. Фитнес-тренер в Омске. Фитнес-тренер в Омске. Везет, когда у тренера есть база отдыха. Мы на ней все собираемся. После этого пойдем в Маньку все. Вот сейчас выдвигаемся к месту, где будем непосредственно делать брики. Вот, решили подкачаться немножечко, чтобы у всех все было в порядке по атмосферам. Атмосфера, пожалуйста. Ты снимаешь, как ноги трясутся. Нет, снимаю это. Пикачу. Фитнес-тренер, может, упражнение по какому-нибудь? Да, конечно. Какое? Так и живем. С психологическими отклонениями тоже в клуб берут.
как бы можешь заниматься. Вообще в местах таких есть преимущество большое в том, что нет машин лишних, людей. Можно спокойно делать брики. Бег, вело. И никто особо не мешает. Вот, под присмотром тренера самое главное, конечно. Не больше первого который где-то 170-75. Это где? После последнего бега. С последней полторашки. В конце последней полторашки. Максимум 170. Да, все. Полтора. То есть первые, вот эти 4 смены, это просто разминка. Понятно? Едем первый отрезок, 4 километра. Разминочный, пульс до 120. Вот такое задание, плюс-минус. Вон, ребята топят потихонечку. Все, разминаемся. Прохладно сегодня. Сейчас вам посниму девчонок симпатичных наших. Или это не наши, а нет, наши. Фитнес-тренер ведет, как обычно. Все, перешли на бег. Пульс 40. Попробовал сейчас выстегнуться на ходу, ноги вытащить и спрыгнуть. Как запорожские триатлеты. Дарья едет. Выстегнулся, но немножко чуть мимо проехал, но зато спешился грамотно, сразу на ход, да? Сразу на ноги. Это плюс, что на дуатлоне можно потренировать такие вещи уже сейчас. Вот. Сказали, что бежим 4 отрезка. 4 едем, 1,5 бежим. 4 едем, 1,5 бежим. И так 4 раза. Каждый раз поднимаем пульс. Вот. Вон тренер нам подсказывал Антону технику бега, регулирует на ходу. Только в Омске у нас такой тренер есть, Сергей Владимирович Андреев, пожалуйста, вашему вниманию. Человек бежит со шлемом, совсем ничего не понимает. Сейчас бежим, и тренер ругается на Антона. И говорит, стопы нужно так ставить. Чтобы стопу ставить, нужно, чтобы жопа работала. Чтобы жопа работала, нужно на тренировки ходить. Вот так вот. Такой тренер у нас нервный. Максимально широкий шаг делаем. Дима тоже, вот Дима хорошо. Вот. Я думал, у нас один контуженный с Москвы приехал, который, ладно, забыл, что такое велосипед. Надо бегать, блин. Не сказали тебе, что ли? Объясни, зачем? Тренировка. А вдруг ты забудешь шлем снять? Надо потренироваться, как ты будешь с ним бежать. Я это снял. Закончили. Дарья, как тебе брюки первый раз? Отлично. Как ощущение? Получилось. Интересно было? Было интересно, да? Бабочки красивые. Ага. Синички на обочине. Человек первый раз сегодня. Даже сегодня первый раз делала брюки. Это каталась на велике, бегала потом. И очень понравилось. Отлично. Транзитки отрабатывают, я так понял. А сейчас мы что делали? Сейчас мы просто брикить. Брюки. Ну что, как ощущение? Пойдет, потренировались, нормально. Отлично, отлично. Ветерок такой навел, что туда, что обратно, да, одинаковый. Вообще. Как ощущение? Отличные. Отличное. Да. Супер. Тренер, ну что, как мы Вы размялись, молодцы. размялись? О, самое время надеть. Подожди, то есть ты думал, что ты бежал на 170, на 170, а на самом деле было 190, да, ты хочешь сказать? По ощущениям 100 было. Так, Дарья проходит транзитную зону. У нее очень удобная лодочка синенькая для этого. Ага, Рустам. Осторожно, машина едет, не торопись поэтому. Шлем. Как можно больше суеты нужно навести.
Так, спокойно, машина. Смотри, машину смотри. Ты же бежишь. Вот что бывает. Да. Вот что бывает с триатлетом. Велик ставит, ботинки меняют, где мой велик, я хочу ехать. О боже. Так, это я вставлю в превью YouTube выпуска. Можете кубики показать, пожалуйста? Всех врасплох застал. Велики, туфли, шлем. Там между ними кладем. Понятно? Да. Надо научиться запрыгивать на велик на ходу. А что я тебе сделаю? Снимали вообще видео? Ну да, Рустам, почему вы К сожалению, последний? да. Почему вы девочкам проиграли? Слушайте, а что-то все чесанули. Я думал, это как бы тренировка, а оказалось соревнование. Ну почему? Это сказали же максимально быстро. Топанули Ну, жаль, что у вас такой максимально быстрый темп. Шлемы попинаемся. Ой-ой-ой. Потерял. Слушай, ты как будто вообще не надеваешь их. Я их не застегиваю. А мне показалось, что он вообще не надевает туфли, короче, прикинь, сверху крутит просто и это. Я не могу две одеть. Я одну сначала здесь, а вторую я могу. Нормально. А одну не могу. Не, ну хорошо потренировали, прям это. Классно. Ну у меня что-то, короче, вдеваю долго туфли. И меня все обгоняют. Сейчас я был нормально, второй. А вы сняли видео, как я на беге всех обогнал? Конечно. Такое ощущение, просто будто бы какой-то деревенский житель с пакетом из магазина едет. Или наоборот в магазин. Все, сходили в баньку мы. Тренеру спасибо большое. Антон в прошлый раз проколол колесо на велосипеде, а теперь на машине. Вот. По тренировке в целом все классно. Прошло мне вообще, брики очень нравятся. Все здорово. После этого сходили в баню хорошенечко, пропарились, поговорили с тренером, переняли важный опыт, тренерский, скажем так. Вот. И в целом-то в таком духе, если нравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.